Приветствую всех тех, кому интересны мои материалы. Это снова Илья и мой канал Антимрак. После столь долгого перерыва я решил сделать очередное видео по теме инфобизнеса и что общего у сект и индустрии инфобизнеса. Итак, инфобизнес – это индустрия, порождающая потребности на основе искусственной проблемы, которая никогда не будет решена. Как я думаю, мало кто из людей задумывается о том, откуда вообще берутся их те или иные потребности в информации определенного рода и какое отношение имеет эта информация к их собственной реальности. Например, человек ставит себе цель стать миллионером, как будто бы это его собственная цель. Я сейчас не говорю о том, что не нужно стремиться ни к каким целям, я говорю о том, как сама социокультурная среда формирует у человека потребности и цели, которые он воспринимает как свои собственные. Например, в инфо-цыганской среде существуют такие термины, как продуктивность, мотивация, марафон, сессия и так далее. Допустим, если человек чего-либо не хочет, то зачем ему нужна мотивация делать это? Ведь если он хочет что-либо делать, то он будет делать это независимо ни от какой мотивации, просто потому что он хочет это делать. Зачем ему нужна некая искусственная мотивация к тому, что он делать не хочет? Вообще, почему в основе инфо-цыганства лежит сектантский принцип? Вообще, хочу задать вопрос лично тебе, возможно ли втянуть тебя в секту, если ты не считаешь склонность к вере во что бы то ни было большинства, которое тебе окружает, мерилом правильности объекта и их веры. Но именно безапелляционная вера большинства в объект, не подлежащий никакой критике, и делает любую секту жизнеспособной и все больше набирающей силу за счет слепой веры своих последователей в некую объективную истину, которую нужно просто принять без всякого ее критического осмысления. Но как втянуть человека в такую секту, если он воспринимает то же самое слово «мотивация» как нечто зависящее от его собственного желания делать что-либо, а не просто потому, что есть некая мотивация? И вот еще есть, допустим, один термин в сфере инфо-цыганства – это наставничество. Например, в инфо-цыганской среде существует такой термин, как наставничество, который, видимо, означает, что некий гуру будет вести человека к достижению его целей. Но как некто может вести кого-то к его целям, если это действительно его цели, а не сформированные социокультурной средой? Если эти цели сформированы средой и основаны на создании искусственной проблемы, как, например, в той же самой психологии, то представители информационной индустрии, естественно, будут поддерживать в представлении инфопотребителя образ проблемы, но не решать ее, потому что она была создана для того, чтобы потребитель пытался бы ее решить. Оплачивая информационные услуги того же самого психолога, либо же какого-нибудь другого инфобизнесмена, обучающего мотивации и достижению созданных средой в представлении человека целей. И у так называемых инфо-цыган есть еще термин «марафон», означающий то, что путь некоего обучения непонятно чему будет длиться долго, что в переводе на русский означает, что деньги нужно будет платить долго, потому что не хватает еще чуть-чуть мотивации, или, как у психологов, клиент недостаточно проработан. Правда, не уточняется, что означает недостаточная проработанность. Допустим, человек может поставить перед собой вполне здоровую цель снижения избыточного веса. Для этого он обращается к врачу-эндокринологу, как минимум сведущему
в вопросах метаболизма. Но что означает цель стать миллионером или цель повысить мотивацию? И откуда берется такая цель и почему человек считает ее своей? Влияние специфики средств массовой информации на цели человека. По мере становления интернета общедоступным, распространение всякого рода информационного мракобесия вроде инфобизнеса и психологии, как ее разновидности, стало все более масштабным, потому что всякого рода деятелей, желающие получить доступ к кошелькам верующих, очень много. И если кто-то верит в так называемую мотивацию, которой постоянно не хватает, то всегда найдутся желающие ее поднять у этих верующих. По сути, инфобизнесы любого вида, вроде той же самой психологии, религии или обучения тому же самому инфобизнесу, занимаются не более чем торговлей красивыми идеями, которые позволяют человеку отключить свое мышление, просто машинально уверовав в них. И понятное дело, что всегда найдутся те, кто не преминет воспользоваться этим. И все госрежимы базируются на эксплуатации человеческих инстинктов, которыми, собственно, и порождается вера. Человеком, допустим, который боится какого-нибудь так называемого экономического кризиса, всегда легче манипулировать, потому что он уже находится в финансовой системе, которая и определяет его жизненные приоритеты. То есть человек сам не осознает, что все его жизненные идеалы строятся на понятиях, которые дает ему сама финансовая система как инструмент мировой политической архитектуры. То есть то, на что человек тратит, возможно, большую часть своей жизни, является искусственным, имеющим идеологическую цель. Но человек изначально воспринимает это как нечто естественное, как то единственное, к чему нужно стремиться, поэтому не имеет значения, выражает ли он согласие, допустим, с экономической обстановкой в некой условной стране или нет, так как он уже принял главную идею денег как определяющую его мышление. Так называемый инфобизнес – это спекуляция на идее денег как первостепенной цели. Так называемый инфобизнес – это спекуляция на идее денег как первостепенной и легкодоступной цели. И жертвы инфобизнесменов – это люди, машинально воспринимающие идею цели зарабатывания денег из ничего как смысл своей собственной жизни. То есть они предоставляют возможность инфобизнесменам, так называемым, определять их собственные цели, которых они никогда не достигнут, но которые они воспринимают как некий смысл собственной жизни в процессе потребления информации, предоставляемой вот этими самыми инфобизнесменами, потому что эти инфогуру укажут потребителям правильный путь, куда им надо идти. Почему большинство людей не эволюционирует? На самом деле большинство людей никогда не эволюционируют, и существование информационного бизнеса в той или иной степени служит подтверждением данного тезиса, потому что идеи инфобизнеса только лишь меняют свои формы, но по-прежнему служат человеку ложным ориентиром, служащим даже не целью, а фантазийной призмой, сквозь которую человек предпочитает воспринимать свою реальность. Что общего между сектой и инфобизнесом? Вообще, что общего между сектой и инфобизнесом? И лидеры сект, и представители так называемого инфобизнеса, как я уже и говорил выше, продают идею. В случае с сектами ключевым принципом втягивания человека в нее является некая мировоззренческая установка, означающая возвышение в глазах человека роли лидера секты, то есть то, что составляло для человека его собственные идеалы в прошлом,
перестают быть значимыми, так как на первый план для него выходит идеология секты. Например, человек до вступления в секту был семьянином, любил своих детей, но после идеологической промывки мозгов в секте ценность семьи для него теряет приоритет, и он становится все более безразличным к ней, так как более важным для него является идеология этой секты, в которую он вступил. По сути, любая идеология подразумевает доминирование какой-либо одной идеи в голове человека, идеи, которая должна предопределять любые измышления его, источником которых человек будет считать себя. Например, в случае с так называемым инфобизнесом, информационному потребителю не предоставляется основополагающая идея как нечто определяемое авторитарным принципом, как в случае с сектами, но потребителю по сути дается такая же авторитарная идея, потому что она исключает собственный взгляд человека на свое положение относительно своих приоритетов. Точнее, отсутствие у человека собственного мышления на свое положение предполагает, что найдется некий инфо-цыган, который не преминет воспользоваться незнанием человека, как ориентироваться в жизни, и последующие его ссылки на авторитет этого инфогуру, который научит его, в каком направлении в жизни нужно двигаться. До встречи.